Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Сердар, и это мой новый YouTube канал, который называется Serdar's Drives Motion. На этом канале я буду делать обзоры на автомобили среднего класса для всех граждан стран СНГ и зарубежных стран. Сегодня мы находимся в Малайзии, и я буду делать обзор на самого младшего и, пожалуй, самого простого брата из всего семейства Toyota, который называется Toyota Vios. Ну или можно Yaris, кому как удобно. Ну что, погнали! Давайте пройдемся немного по истории. Начнем с того, что Toyota — это просто гигант автомобилестроения, который выпускает автомобили на любой вкус и на любой карман. Toyota Vios — это хороший и ярчайший пример машины хорошего качества за достаточно небольшую сумму. Начиная с 2003 года компания Toyota решила выпускать компактный седан класса B, которого назвали Toyota Vios. Toyota Vios первого поколения начала давать тренд на компактные и достаточно недорогие седаны. В 2013 году в Бангкоке презентовали Toyota Vios третьего поколения, которые стали продавать исключительно на территориях Юго-Восточной Азии. К моему большому сожалению, это, скорее всего, неправильное решение, потому что Vios второго поколения был просто популярен во всех странах СНГ, в странах Европы и Америки. Ну и вот, с 2020 года сейчас мы едем в четвертом поколении уже Toyota Vios. И в 2019 году Toyota решает забрать свое законное первое место, выпуская на рынок Toyota Vios четвертого поколения, в котором, собственно говоря, мы сейчас с вами и сидим. Стоит этот автомобиль порядка 87 тысяч рингит, что в переводе на доллары получается 21 тысяча. Вокруг этого автомобиля немало разговоров касательно ее надежности, качества за такую небольшую цену. И сегодня моя задача убедиться, правда ли все эти разговоры и стоит ли она своих небольших денег. Погнали! Перед нами новый Toyota Vios 2020 года белого цвета с конфигурацией 1.5i. Всего существует три конфигурации: 1.5G, 1.5i и 1.5G. Внешне, если найти все три конфигурации, они ничем не отличаются. Есть либо какие-то мелкие детали внутри салона, и есть какие-то мелкие детали, что касается колес и тормозов. Мне, честно, нравится этот автомобиль. По сравнению с предыдущими поколениями, он стал более брутален, более спортивен, более красив. Ну, кому как нравится. Раньше Vios был более такой классический автомобиль с маленьким двигателем и с таким не таким уж спортивным красивым видом. И тут мы видим, что обновленный дизайн, более спортивные фары, более спортивный бампер придают ей красивый и строгий спортивный вид. Но я был очень разочарован, когда я подошел к ней поближе и посмотрел, из чего сейчас собирают нашу Toyota Vios. Пойдемте посмотрим. Когда мы всматриваемся в этот автомобиль вблизи, мы можем увидеть, что здесь это идет уже на протяжении многих лет. Идет употребление самого дешевого, что ни на есть, пластмассы и пластика, который они используют на переднем бампере. Единственное, что здесь поддается качеству, это только фары, которые реально производят эффект на всех нас. Если сравнить фары, которые были в первом и втором поколении, и фары, которые сейчас, то мы видим большое изменение. Если мы посмотрим, если мы сравним автомобиль третьего поколения и Toyota Vios четвертого поколения, единственное, что было добавлено, так это вот вставка на наш порог, который они добавили красным цветом, что придает ей более спортивный вид и более брутальный вид. Так и все. Сбоку нет ничего такого интересного, о чем я вам могу рассказать. Давайте пойдем в заднюю часть этого автомобиля. Пожалуй, это самая моя любимая часть этого автомобиля, потому что, как по мне не нравится много вставок, которые они добавляют в свои бампера, много лишних элементов, которые сделаны из пластика. Смотря на этот автомобиль, я вижу, что задняя часть выглядит очень солидно. Она ничем не отличается от своих предшественников, ничем не отличается от своих старших братьев Corolla и Camry. И, как по мне она очень нравится. И здесь у нас есть
бэджик, что это и-версия, чтобы никто не запутался, никто не сомневался, что это и-версия. А фары, они больше были изменены по сравнению с третьим поколением Vios. Но это даже лучше, они придают ей более такой строгий вид. Ее задние фары выглядят очень дерзкими. Под капотом нового Toyota Vios все тот же экономичный и надежный 1,5-литровый двигатель Dual VVTi, который развивается до 107 лошадиных сил при 140 ньютон-метр крутящего момента. Внушительные показатели, не правда ли? Я вам рассказал о внешних данных этого автомобиля, о его дизайне, о его моторе. И давайте перейдем внутрь, и я вам покажу, из чего сделан салон Toyota Vios. Пройдемся по салону, я вам расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось и что меня реально удивило. Начнем давайте с положительных отзывов. Так, это руль. Мне нравится дизайн этого руля. Многие говорят, что он очень простой, что он сделан некачественно, но за такую цену вы получаете достаточно красивый, спортивный руль. Да, конечно, кнопки на этом руле выглядят нелепо, и они не подходят вообще под интерьер этого руля. Переходим на спидометр. Нас мучает компания Toyota со своими спидометрами, которым уже порядка 10-15 лет. Но ничего страшного, я видел цифровые спидометры, которые выглядят просто ужасно и нелепо. И я лучше соглашусь с ними, чтобы оставить вот этот вид и дизайн спидометра, который мы имеем сейчас. Третье. И моя самая любимая компания Toyota. Хочу обратиться к вам. Почему вы ежегодно мучаете любителей марки Toyota, выпуская одни и те же ужаснейшие дисплеи с этой отсталой и ужасной мультимедией? Сколько можно? Вы почему не можете исправить иконки хотя бы, которые выглядят будто иконки в Тетрисе? Вы почему не можете исправить систему навигации, которая работает просто ужасно? Я не могу просто доехать от дома до кафе, потому что я не понимаю, где мне нужно повернуть, а где нет. Пожалуйста, в следующий раз исправьте это. Четвертое. Это дизайн. Автомобиль внутри, особенно эта панель, выглядит очень голой. Он состоит из самого дешевого пластика, который когда-либо можно было вставить в этот автомобиль. Я не имею ничего против обшивки сидений, я не имею ничего против, как выглядит коробка передачи, но вот эта панель выглядит просто ужасно. Здесь нету ничего, за что я мог бы зацепиться и за что мне могло это понравиться. Просто отвратительное качество и отвратительный вид. Пару слов о том, что мне реально удивило и что мне понравилось. За такую сумму и за такую комплектацию мне приятно видеть в машине уже встроенный видеорегистратор. Правда, он без SD-карты, но ничего, можно докупить. Второе, что мне приятно удивило, так это датчики, которые стоят на обеих боковых зеркалах, которые предупреждают об опасности либо слева, либо справа. Очень приятно. Третье, что мне понравилось, так это климат-контроль, который они вставили в новый Toyota Vios. Очень приятно получить климат-контроль за сравнительно небольшие деньги. Браво, Toyota! В Toyota Vios 7-ступенчатая автоматизированная коробка передач, которая многообещающая. И сейчас я хочу проверить, как хорошо ли она работает с таким мотором объемом 1,5 литра. У этого автомобиля есть два режима. Первый — это эко-режим, второй — это спорт-режим. Давайте начнем с эко-режима, на котором мы на данный момент и едем. Что вам рассказать про эко-режим? По моим ощущениям, руль намного легче, педаль намного мягче. Рулится он очень хорошо, очень плавно, но есть проблема немножечко связанная с коробкой передач. С третьей передачи на четвертую он очень долго переключает, что вызывает большой шум в автомобиле. Так вот, если эко-режим у нас для спокойной, умеренной жизни, то спорт-режим не для этого. Тут можно погонять. Вот мы уже едем 100 км в час, а она все набирает обороты и набирает обороты. Она очень резвая машина.
очень быстрая, коробка срабатывает моментально. Еще раз повторяюсь, для мотора 1.5 это просто шикарный результат. Молодцы, Toyota. Итак, и вот подошел к концу наш сегодняшний день с Toyota Vios. Давайте сделаем финальный вердикт, финальный результат. По пятибалльной шкале за внешний вид я поставил ей 4 из 5. Да, это круто, это спортивно, это современно, отлично. По поводу дизайна салона, супер, стремятся более к лучшему, у них есть еще время и есть потенциал ко всему этому. По поводу рулежки, по поводу разгона, отлично. Я ожидал меньшего от автомобиля, я думал, он будет более слабый, более твердый на поворотах, но оказалось все хорошо. Что касается конкурентов у этого автомобиля, перечислю: Nissan Almera, Volkswagen Vento, Mazda 2 и, пожалуй, самый главный конкурент, который является на данный момент, это Honda City. В следующем ролике я очень хочу сделать обзор на этот автомобиль, показать вам сравнение между Toyota Vios и Honda City, сделать драг-рейсинг, где мы вычислим, какой из этих автомобилей более быстрый. Вот и все, мои дорогие друзья. Подошел к концу наш долгожданный выпуск. Хочу поблагодарить всех вас, что вы посмотрели этот ролик. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам хорошего дня, удачи и здоровья. Спасибо.